друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребята, сегодня два в одном готовлю, как всегда, два авторских блюда. Это будут котлеты «Турист» и белый квас по моему новому рецепту. Для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребята, почему «Турист»? Все, что завалялось у меня сегодня в холодильнике. У меня завалялся смешанный фарш. Здесь говядина со свининой, и отдельно свиной фарш оставался от приготовления. Тарелочка с голубой каемочкой «Турист». Ребята, обязательно. Авторский рецепт с четкой надписью. Для котлет также само нам понадобится молочко и сухарики. Соль, перец, масло. Для кваса 3-литровый бутылечек, 2 бутылочки 1,5-литровые. Здесь сухарики белые, сахара чуть меньше граненого стакана, лимонная кислота сегодня у нас и чайная ложечка дрожжей. Лимонной кислоты, ну буквально, ну не знаю, на кончике ножа, ну пол-ложечки давайте считать чайной по вкусу. Все, ребята, сейчас раздвигаю. Поставьте, пожалуйста, чайник. Нам понадобится кипяток, как всегда. И буду рассказывать секрет моего авторского кваса белого. Почему я готовлю сегодня белый квас? Потому что ждите от меня окрошку, конечно. И начинаем мы с кваса, потому что квас немножечко дольше готовится, чем наши котлеты «Турист». Ребята, в бутылечек отправляю 200 грамм сухариков. Сделаю описание в этот раз, потому что вы скажете, предыдущие квасы были без описания. Да, будет к этому видео описание кваса. Но это легко запоминается. 200 грамм сухариков. Сейчас все отправлю. Беленьких, конечно, сухариков. Наших одесских покупал в одесском каравае. Не делал сам в этот раз. Скоро ждите еще квас с моими сухариками. Так как я их запекаю, никто не запекает в духовочке. Вот и сухарики в бутыльке. Видите, сколько получилось? 200 грамм. Ребята, что я хочу сделать сейчас? Я хочу, чтобы в хлебе уже есть дрожжи. Я хочу, чтобы они открылись. Я сразу перед тем, как добавлять воды, добавлю буквально вот раз, два, 3 ложечки сахара. И вот в хлебе дрожжи, которые есть, они откроются. Потом мы добавим еще дрожжей. То есть я вот перемешиваю сразу вот с хлебом. И покрываю полностью наши сухарики, чтобы они плавали в кипятке. Кипятком заливаю. Ванночка запотела. Сухарики поднялись. Все. Ребята, сейчас возьму ложечку и чуть-чуть перемешаю. И отправляю настояться вот эти сухарики, они сейчас впитают воду. И все остальное. Еще даже немножечко мне надо воды, потому что не покрыли. Сразу уже впитывают. О, есть. Ой, какой аромат уже сразу. Настояться, чтобы открылись дрожжи, которые в наших сухариках, да. Вот уже белый, да, цвет, смотрите, появляется. Чудесно. На вот эту заквасочку с сухариками, с кипяченой водичкой и сахаром на полчаса в теплое место. Вернусь к вам. Итак, ребята, полчаса прошло, хлебушек разбух, посмотрите, уже немножечко даже подыгрывает сверху. Дрожжи раскрылись, запах неимоверно вкуснотища. Так, ребята, что мы делаем? Мы делаем все просто. Отправляем весь сахар полностью. Отправляем лимонную кислоту. Отправляем дрожжи. Угу. Нам нужна ложечка. Все дрожжи. Вот у нас чайная ложечка дрожжей, пол-ложечки лимонной кислоты и небольшой. И вот все это катавасию, которая у нас разбухла, перемешиваем. Хорошо перемешиваем вот так вот. Смотрите, так вот все вместе. Хорошо перемешиваем. Дальше добавляем по горлышко водички. По горлышко 3-литрового бутыля. Теплой водички. Вот так вот. И тоже, конечно, дальше хорошо перемешиваем.
Все хорошо, надо тщательно перемешать. Доливаем полный в этот раз бутыль, ребята. Полный, по горлышко, я же говорю. Сейчас еще у меня тут еще водички есть немножко. Вот сюда еще водички. Вот так вот полностью, 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 полностью до конца, до конца, до конца. Вот, достаточно. Все. Это все я перемешиваю тщательно. И отправляю где-то на часа 3, даже 2 достаточно будет с такой температурой воды. 2 часа в теплое место настаиваться. В темное теплое место. А я тем временем, пока я отставлю в сторону, вот у нас есть еще одни сухари для наших котлеток турист. Почему турист? Потому что всего мало. Просто хлеб, мясо и молоко. Ну, соль, перец не считаю, это уже расходники. Заливаю и то же самое размачиваю в молоке. Мешаю, чтобы они полностью пропитались молоком. Вот беру вот ложечку и перемешиваю. Сухарики потихонечку размачиваю в молоке, чтобы молоко полностью впиталось в наши сухарики. Где-то сколько там грамм? 250 было молока. Все, потихонечку они пропитываются. Возвращаюсь к вам. Мешаем. Ребята, все, размокли наши сухарики. Посмотрите, вот. Вы не обращайте внимания, это воздушные сухарики для туристов. Мы сейчас делаем простые движения. Мы отправляем наш фарш сюда. Вот так вот, раз. Мы сюда добавляем перчика. Достаточное количество. Больше сюда в эти котлеты ничего не идет. Только сухарики и, конечно, идеально свежий фарш. Соли. Никаких яиц. И, кстати, мы для панировки можете использовать либо муку, либо сухари. А я буду использовать сухари. Возвращаюсь, сейчас перемешиваю все до единой массы. И к вам. Ребятки, вот я перемешал. И самое главное, надо отбить наш фарш. Вот именно отбить. Вот взять так вот и отбить хорошо. Не туристов, фарш, ребята. Котлеты это для туристов. Вот чисто готовим одесские котлеты для туристов. Видите? Авторский рецепт. Хорошо отбиваем. Когда мы отбиваем, котлеты наполняются воздухом одесским. Прямо из кухни. Одесситы на кухне. Все, замесили наш идеальный фарш для наших котлет. Турист. Вы просто не понимаете, какой аромат идет отсюда. Берем, макаем ручки в водочку. Водочку я сказал? Водичку, извините. Ну, водочки тоже можно. Это, конечно, идеально будет. Вот так вот берем и раскидываем наши котлетки на досточку, смоченной водичкой. И, конечно, они должны быть вот такие вот. Для туристов они должны быть хорошие вот такие. Потому что туристы же они устают в горах, там, в полях, на пляжах. И, конечно, вкусно должны кушать. Все, раскидаю, возвращаюсь. Ребята, посмотрите, он почти что готов, но нужно выстойка. Мы должны еще раз перемешать. Вот это все. Тщательно, тщательно, тщательно. И теперь мы процеживаем через крупное сито, как я говорю. Через друшляк. Не спешите, ляпает потихоньку. Там можно заляпаться. Вот видите? Все еще медленнее делаем. Теперь еще перемешаю, чтобы он процеживался. Вы себе не представляете, какой будет вкусный белый квас. А окрошечка. Ждите. Окрошечку. Ой-ой-ой. Ляпает, ляпает. Потихонечку как-то так. Попробуем удержать напор струи. Все.
Все, процеживаем аккуратненько в мисочку наш белый квас. Уже он здесь и с дрожжами, и с сахаром. Вот новая авторская рецептура. И, конечно, с лимонной кислотой. Аромат вам не передать. Вкусный, выпеченный хлеб сейчас у меня. Просто, знаете, как на хлебном заводе пекут хлеб по утрам. Вот такой аромат. Сейчас вернусь к вам. Это не первый прогон, как говорится, нашего кваса. Нам нужно отделить крупные части кваса от мелких, как говорится. Но мы сначала отделяем крупные. Сейчас мы займемся мелкими. И вот, посмотрите, почти что готов наш идеальный белый квас. Ребята, он белый, настоящий. Но еще вторая перегонка, как я говорю. Берем и процессируем на мелкое сито. Все вот такие маленькие частички останутся тут. Все, бутылечек сполоснем, и нам не надо он уже. Вот он, все осталось, видите? Все. Осталось просто то, что нам нужно. Дальше покажу, что делать. Все, процедили. Посмотрите, какая. Идеальный, ребятки. В баночке, в бутылочке потихонечку льем. Наливаем не полные. Переливаем в одну. Где-то так достаточно будет. Переставляю в другую. И вот наш белый квас почти что готов. Почему почти что? Потому что мы должны его выстоять в теплом месте где-то минут 30-час. Вы поймете почему. Мы берем, кстати, скрытый ингредиент. Если у вас он есть, у меня он есть. Изюминки добавляю. Это там по изюминок 10 в каждую бутылочку. Если нету изюма, ничего страшного, нам подойдет. Я люблю игристость изюма. Все, вот так вот добавляю каждую бутылку. Есть. И теперь смотрите, что я делаю. Я беру за бутылочку, как всегда, при всех приготовлениях кваса, выжимаю ее. Выжимаю вот этот квас до самого горлышка. Вот так вот. О. Вот видите? И закручиваю. И следующий процесс, то, что я называю, я оставляю этот квас до разбухания бутылки, чтобы она ее расперла, а потом в холодильник. Вот она первая, и вот она вторая. Точно так же. Потихоньку, не спеша, до горлышка, до самого горлышка. Все, и закручиваю. Все, ребята. Я думаю, мне будет достаточно где-то минут 30-45, и они в теплом месте, ну, может, до 1,5 часа максимум, смотря где вы находитесь, в каком регионе. Увидим. Ну и что, наш любимый турист, как говорится, в Одессе, беспокоясь о тебе, добавил сухарики в котлетки. Посмотрите, какие котлетки вкусные, красные. Мяса много, сухариков мало. Где-то 70/30. По отношению, конечно, 30 это мясо, а сухариков 70. Ну, что делать? Надо включить сковородочку. Включим сковородочку, подогреем. Ой-ой-ой, выключилось. Еще раз включим. Есть. Маслица туда же. Маслица мало надо. Ребята, запомните, масла немного.
для этих котлет просто покрыть сковородочку. Потому что туристы не любят жирное. Сколько они мне говорили, говорят, мы на диете, мы кушаем мало. Вот из-за этого я вот готовлю такие котлеты. Ну, чтобы их не обидеть, я еще процентов 20 возьму в панировочку сухарей. Вот смотрите, у меня есть такие классные сухарики собственного производства. Все, вот сюда насыплю в тарелочку. О, хватит, я думаю, для них. Главное, чтобы они сытые остались. Понимаете, туристы должны быть сытые в Одессе. В Одессе самый сытый это турист. Им много хлеба, мучных продуктов и без мяса. А, рыба. У нас в Одессе есть рыба. В море плавает рыба. Ну, все цацы, шмацы, с костями, все туристам. А для нас, конечно, камбала. Ребятки, панирую. Вот такую котлеточку. О, шикарная котлеточка получается, смотрите. Я бы побольше сделал, но нема у меня возможности кормить много туристов. Так, чуть-чуть, 2-3. Вот так вот. И вот дальше панирую следующую. Пока не сгреется масло. Ой, пока они загорают у нас на пляже, и у нас готовятся нормальные туристические котлеты. Они же-то не видят, что там есть в них. А в них ничего нету. В них есть только мясо. Только мясо. Одно сплошное мясо. Ну, и сухари я не считаю. Никто не считает сухари в котлетах. Потому что их надо запанировать. Никто же не знает, что их внутри положили. Ничего страшного, мы положили внутри и дальше панируем. Вот уже почти что нагрелись. О, уже нагрелись. Берем вот так вот. Раз, раз, раз. И, конечно, как они придут с моря, будет вкусно кушать. А вкусно кушать что? Это туристические котлеты с Одессы. Вот так вот, ребят. Смотрите, они красные, просто с мясом. Классные красные. Потому что других нема. Потому что они вкусные. На черный, на белый хлебушек. И все. Все, пережариваю, возвращаюсь к вам. До вашего золотистого цвета. И вот наши котлеточки почти что приготовлены. Посмотрите, какие вкусные, сочные. Выставляю их на нашу красивую тарелочку. Беру вот самые суперовые, сочные. Посмотрите, какие они сочные вообще. Сочные вообще. Ой-ой-ой. Все. 3 котлетки сфотографирую и возвращаюсь к вам. Ребята, и вот готовы наши котлеты турист. Они самые идеальные. Ребят, приезжайте к нам в Одессу, кушайте. Вкусно, сочно. Вам всегда будет побольше ложить мяса, поменьше хлеба. И мы попробуем, конечно, возьмем ручечкой. Вот. Разрежем напополам. О, они хрустящие, посмотри. Ну, где вы такие котлеты попробуйте, хрустящие? И вот они, посмотрите, сочные, вкусные, с мясом. Ну и, конечно, с сухариками. Ой, ребятки, а я вот тут облизываю вилку и ножик, а мне уже вкусно. Представляете, я уже в Одессе. Вот так вот. Берете, кусочек отрезаете, на вилочку нанизаете. И как говорит мой оператор, с помидоркой, с огурчиком и с салатиком. Это вообще бомбезно. Пробуем.
Я не знаю, какие там туристы, ребята. Но я в Одессе вырос, родился во втором роддоме. Будто интеллигентно кушать пред вас. Вы подождите немножко, если можете. Ребята, берете вот так просто ручкой, как в одесском дворе. Мне давали бабушки котлетки. Вот, на, сыночек, попробуй. Приезжайте к нам в Одессу. Мы никогда никого не обидим. Накормим вкусными котлетками, вкусной едой. Конечно, если вы еще и летом приедете к концу августа, там будет и икра, и все остальное. Ребятки, котлетки мы попробовали. Пока мисквас настаивается, традиционно анекдот от меня, от одессита на кухне. Одесский ресторан. Официант, что вы мне посоветуете к этому вину 1950 года? Я вам посоветую поменьше выпендриваться. Я видел, как вы сюда на мопеде приехали. И готов наш квас. Посмотрите, какая красотища. Белый-белый. С родзинками, с изюминками сверху плавают, ребятки. Будем сейчас пробовать. Давайте, при вас открываю. Бутылочка твердая, потихонечку. Шипит. О. Игристый. Ну что, наливаем. Родзинки попадут, потом сфотографирую. Вот так вот. О. Видите, какой. Красота. Сейчас фотографирую, вернусь и будем пробовать. Ну, так как мы уже котлетки попробовали, пробуем наш квас. Посмотрите, какая прелесть. Он еще молодой, конечно, кто хочет мой еще больше подержать без холодильника, больше созреет. Попробуем. Ребята, легкая кислинка. Чуть-чуть сладинки, в этот раз я поменьше кинул сахара, вы видали. Такой освежающий, летний, да даже и зимний напиток, если без холодильничка, более игристый будет. Освежает, очень классно, вкусно, супер, ребятки, готовьте вместе с нами. А с вами был Одессит на кухне. Вам всем всего самого хорошего, добра, мира, позитива, вам и вашим семьям. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.